Всем привет, меня зовут Влад, и это мое мнение на экранизацию видеоигры «Братья Супер Марио» в кино. Прежде чем начнем, пару фактов о Марио. Персонаж был создан в 1981 году японским дизайнером Шигеру Миямото для игры Donkey Kong. Он получил свое имя в честь итальянского сотрудника Nintendo. Марио является главным героем многих игр, включая Super Mario Bros., Mario Kart и Super Mario Galaxy. С ним продано более 600 миллионов копий игр. Он также является символом японской культуры, используется в различных товарах по всему миру и был официальным героем Олимпийских игр в Токио. Марио считается одним из самых узнаваемых персонажей в мире. После предыдущей провальной экранизации Марио 1993 года Nintendo не хотела больше связываться с Голливудом, но продюсер «Гадкого я» и «Миньонов» сказал, что сделает все как надо. А теперь я вам расскажу, что по итогу получилось. Сюжет крутится вокруг братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи. Они находят портал в Грибное Королевство, в котором должны помочь принцессе Пич и сразиться с Боузером. Супер Марио в кино – это семейное произведение. Сюжет успевает затронуть не только классические приключения Марио по спасению принцессы, но и затрагивает самого Марио. По канону игр Марио и Луиджи – водопроводчики. Эта тема в мульте развивается, а также показано отношение семьи Марио к его бизнесу. Семейный конфликт проходит тонкой нитью по сюжету, но такой тонкой, что я как зритель про него периодически забывал, из-за чего он слабо работает в финале. Хотя вначале на этом делался большой упор. Еще затронута тема веры в себя, но у Марио и так все неплохо получается, поэтому и эта тема не очень работает. В итоге у проекта избитые темы. Тот же Pixar все это разобрал, но намного глубже. А Марио всего лишь идет по верхам. На мой взгляд, это тот случай, когда проще лучше. Создателям следовало сделать простое приключение без лишней драмы. А вот атмосфера порадует фанатов игр. В мульте куча отсылок не только на игры про Марио, такие как сам Марио, Марио Карт, Donkey Kong, приключения Луиджи, но и на другие проекты Nintendo. Четко показано, что Марио разбивает кирпичи кулаком, а не головой, как всегда казалось игрокам. И куча вариаций пауэр-апов, которые разнообразят, так скажем, боевые сцены. Что также отлично, если Соник в кино со всеми отсылками, совсем детское произведение, то Марио в кино больше рассчитан на семейный просмотр. Отличная анимация, которая повторяет видение Nintendo на персонажей и мир. А саундтрек – это переработанные мелодии из классического Марио. Но лучшие песни у поющего Боузера про свою одержимость Пич. Странно, что проект совсем не рассмотрел тему сталкинга, раз он хотел быть обо всем. С персонажами я давно знаком. И как их показали в мультфильме, мне понравилось. Марио – любящий брат, который всегда стремится быть еще лучше. Его озвучивает Крис Пратт, и это вызвало целый скандал в индустрии озвучки и подняло вопрос, стоит ли актеров брать на озвучку. По итогу он в оригинале просто норм. Принцесса Пич – вот прямо отличный женский персонаж. Мудрая, сильная и в меру уверенная. А Боузер мне больше всего понравился. Его озвучивает Джек Блэк, и он вдохнул свою энергетику в персонажа. И по итогу получился шикарный певец и маниакальный сталкер. А вот про Луиджи многого не сказать, он полмульта в клетке сидит. Второстепенные персонажи Тоад и Donkey Kong, они на ролях комик-релифов. А если говорить про спойлеры, то, во-первых, раскрыли семью Марио и ее неодобрительное отношение к его бизнесу водопроводчика, так и то, что он тянет Луиджи за собой. Конфликт, который никак не играет в мульте. Марио может чуть-чуть погрустить, но на этом все. Причем конфликт больше используется для дружбы с Конгом, а не для страданий персонажа. А во-вторых, снова хочу похвалить персонажа принцессы Пич. В играх принцесса – дама в беде, а в мультфильме ей добавили приятного характера. И она не просто дама в беде, а она активный персонаж. В плен она по классике попадает, но не потому, что она сидит на троне, а ради защиты своего королевства и после того, как все другие варианты были исчерпаны. Также есть две сцены после титров, которые намекают на продолжение истории. В целом, мультфильм неплох. Критики поставили средние оценки, потому что если вы не фанат Марио, это может показаться простым приключенческим фильмом. А я поставлю братьям Супер Марио 6 из 10. Спасибо, что посмотрели. Пока.